Утро выдалось именно таким, ради которых люди уезжают из шумных городов. Воздух в лесах Британской Колумбии казался густым, наполненным ароматами влажной хвои, прелой осенней листвы и едва уловимой свежестью близкой воды. Две подруги, Дженнифер и ее спутница, шли по туристической тропе, наслаждаясь тишиной. Осень уже вовсю раскрасила склон горы в огненно-рыжие и золотые тона, которые ярким пятном выделялись на фоне вечно зеленых исполинских елей. Они выбрали этот маршрут специально, чтобы сбежать от бесконечных рабочих звонков, уведомлений из мессенджеров и вечной суеты мегаполиса. Хотелось просто побыть наедине с природой, вдохнуть полной грудью и почувствовать себя частью чего-то первозданного, величественного и спокойного. Впереди показался подвесной пешеходный мост через реку Кэмпбелл. Длинный, узкий, с металлическим решетчатым настилом и высокими деревянными перилами, затянутыми прочной сеткой. Под ним шумела и пенилась горная вода, разбиваясь о серые валуны. А сам мост казался идеальной смотровой площадкой, парящей между небом и землей. Подруги ступили на него с улыбками, предвкушая красивые фотографии и легкое головокружение от высоты. Они не подозревали, что через несколько секунд этот узкий, замкнутый коридор превратится в настоящую ловушку, где цивилизация и ее правила полностью потеряют свою силу. Они успели дойти почти до середины, когда Дженнифер подняла глаза. На противоположном конце моста, прямо у входа, появилось темное пятно. Оно двигалось плавно, тяжело и пугающе уверенно. Секундное замешательство, и суровая реальность обрушилась на девушек со всей своей первобытной прямотой. Навстречу им шел Барибал. Молодой, крупный, упитанный черный медведь с лоснящейся густой шерстью. Внутри все мгновенно похолодело. Мозг, привыкший решать повседневные городские задачи, на долю секунды отказался верить в происходящее, пытаясь выдать фигуру зверя за большую собаку или оптический обман. Но тяжелая, переваливающаяся походка хищника не оставляла иллюзий. В такой ситуации инстинкт, заложенный в человеке веками эволюции, велит бежать, кричать или замереть, превратившись в камень. Но мост был слишком узким, чтобы развернуться и броситься на утек без риска сорваться или спровоцировать погоню. Бегство для любого хищника — это мгновенный сигнал к атаке, триггер, превращающий его в преследователя. Дженнифер поняла это интуитивно, проявив удивительную ментальную стойкость. Вместо того, чтобы поддаться сковывающему ужасу, она медленно подняла руку и включила камеру телефона. Не ради хайпа или лайков в социальных сетях. В тот момент это было подсознательной попыткой поставить между собой и смертельной опасностью хоть какой-то барьер, зафиксировать ускользающую реальность, сделать ее менее пугающей и более контролируемой. Экран смартфона стал своеобразным щитом, отделяющим ее от дикого зверя. «Окей, все хорошо, все хорошо». Ее голос, раздавшийся в тишине глубокого ущелья, звучал на удивление мягко и ровно. Это не был приказной крик хозяина положения, но и не был испуганный писк, загнанный в угол жертвы. Это был голос разумного существа, которое пытается договориться с самой природой на понятном ей языке. «Мы просто дадим тебе пройти. Я очень рада, что мы тебя заметили». Медведь не остановился. Он продолжал идти размеренным хозяйским шагом, слегка покачивая массивной головой из стороны в сторону. Его маленькие темные глаза были устремлены вперед, выражая глубокое безразличие к человеческим законам вежливости. Для него этот искусственный мост тоже был просто удобной дорогой через бурную реку, и уступать эвалюэйтинг двум двуногим пришельцам он явно не собирался. Шаг, еще шаг. Расстояние между ними стремительно сокращалось, стирая границы личного пространства. Сердце в груди Дженнифер стучало так сильно, что, казалось, этот глухой стук должен был разноситься по всему лесу. В голове девушки мысли проносились со скоростью молнии, сменяя друг друга в хаотичном танце. Медведь на мосту
Это абсолютный цугцванг. Ситуация, в которой любой следующий ход кажется проигрышным. Слева и справа — обрыв и река. Позади — долгий открытый путь назад по шаткому настилу. Впереди — несколько сотен килограммов чистых мышц, зубов и когтей. В воздухе повисло тяжелое, почти осязаемое физическое напряжение. Стало слышно, как мощные когти зверя тихо, но отчетливо цокают по металлической решетке моста. Этот звук — цок, цок, цок — казался обратным отсчетом таймера. «В какую сторону нам идти?» Шепотом, едва сдерживая подступающие слезы и дрожь во всем теле, спросила вторая девушка. В ее голосе читалась паника, готовая вот-вот вырваться наружу разрушительным, истошным криком. Она судорожно цеплялась за перила, глядя на подругу в поисках спасения. «Привет! Хей, как дела?» Дженнифер намеренно сделала свой голос чуть громче, обращаясь уже непосредственно к медведю, пытаясь отвлечь подругу и одновременно обозначить свое присутствие для зверя. Это известная тактика — говорить с диким животным спокойным, низким, размеренным тоном, чтобы показать, что ты человек, существо непонятное и потенциально опасное, а не испуганная дичь, которую нужно преследовать. Но одно дело читать об этих правилах в красивых глянцевых брошюрах для туристов, и совсем другое — применять их на практике, когда хозяин тайги находится от тебя на расстоянии вытянутой руки, а из глубин его груди доносится тихое урчание. Медведь приблизился настолько, что в объективе телефона можно было разглядеть влажный блеск его черного носа и каждую отдельную жесткую шерстинку на морде. Он слегка притормозил, оценивая внезапное препятствие. Девушки начали медленно, синхронно, шаг за шагом пятиться назад, к началу моста, откуда они только что пришли. Это были самые долгие, бесконечные секунды в их жизни. Каждый шаг назад требовал колоссальных волевых усилий. Собственные ноги казались налитыми свинцом и абсолютно ватными, а решетка под подошвами кроссовок — предательски скользкой. Главным было не оступиться, не упасть, ведь падение человека хищник мог расценить как слабость и сигнал к нападению. «Окей, все в порядке», — продолжала заговаривать зубы хищнику Дженнифер, удерживая камеру удивительно ровно, словно это была ее главная миссия. «Мы просто поднимемся по ступеням. Ты в какую сторону идешь? Пожалуйста, иди туда». Они, наконец, дошли до края моста и ступили на твердую, надежную землю лесной тропы. Но облегчение не наступило. Медведь, не меняя темпа, сошел вслед за ними с деревянного настила. Теперь они были не на нейтральной территории подвесной конструкции, а в его родном доме, среди густого осеннего леса, где деревья закрывали обзор, а пути к отступлению становились еще более неочевидными. Зверь повернул на развилке именно в ту сторону, куда, прижавшись друг к другу, отступали испуганные подруги. Пространство сузилось до минимума. «Пожалуйста, не кричи», — тихо, но твердо попросила Дженнифер свою спутницу, заметив, что та находится на самой грани истерики и готова сорваться на плач. Внутренняя дисциплина Дженнифер в этот момент стала якорем для них обеих. Громкий резкий звук мог испугать зверя, а напуганный медведь — это непредсказуемая и смертоносная сила. Медведь остановился буквально в 2 метрах от них. Время словно остановилось, застыло в морозном осеннем воздухе. Хищник опустил свою массивную голову к самой земле, шумно принюхиваясь к незнакомым химическим запахам одежды, парфюма и, возможно, самого страха, который выделяли человеческие тела. Девушки замерли, боясь даже дышать. Секунда тянулась как вечность. И вдруг, плавно повернув свое грузное туловище вправо, медведь устремил взгляд на крутой склон, покрытый ковром из сухих листьев.
На мгновение показалось, что невидимая магия человеческого голоса и абсолютное непроявление агрессии сработали. Зверь потерял к ним всякий интерес, решив, что эти странные, тихо бормочущие существа не представляют для него ни угрозы, ни ценности в качестве обеда. Он решил обойти их по кустам. «О, боже мой!» — едва слышно выдохнула Дженнифер, когда огромная черная туша начала медленно, шурша палой листвой и ломая мелкие ветки, удаляться вверх по склону горы. Невероятное, удушающее напряжение, державшее ее разум и тело в железных тисках все эти бесконечные минуты, начало понемногу отпускать. И как это часто бывает после пережитого смертельного шока, защитная реакция психики сработала мгновенно, трансформируя первобытный ужас в типичную нервную иронию и юмор. «Знаешь, моя мама обязательно сделает какой-нибудь едкий комментарий о том, что мы не взяли с собой противомедвежий спрей», произнесла она вслух, переводя камеру со спины уходящего Барибала на свою собственную руку. Ей нужно было заземлиться, вернуться в привычный мир человеческих отношений, семейных шуток и бытовых мелочей, чтобы окончательно не сойти с ума от пережитого. В пальцах Дженнифер, на которых красовался аккуратный, безупречный зеленый маникюр, символ той самой далекой безопасной городской цивилизации, был крепко зажат крошечный складной ножик с яркой зеленой рукояткой и аккуратной надписью «Спортсмен». Этот карманный инструмент, предназначенный максимум для того, чтобы нарезать яблоко на пикнике или открыть упаковку, выглядел абсолютно комично, нелепо и беспомощно на фоне суровой дикой природы и огромного хозяина тайги. Но именно этот крохотный кусочек стали был ее единственной, чисто психологической защитой в тот момент, когда цивилизация отступила, оставив их один на один с эволюцией. «Вот она, моя хэнди-дэнди защита, прямо тут!» С легким, почти истерическим, но искренним смешком добавила она, разглядывая свой крошечный ножик на фоне уходящего гиганта. Медведь тем временем уже практически скрылся среди густых зарослей папоротника, брусничника и молодых хвойных деревьев, стремительно возвращаясь в свой привычный, уединенный мир, где человек — лишь временный, случайный и далеко не самый главный гость. Шум его шагов затих, и в лес снова вернулась величественная тишина Британской Колумбии, нарушаемая только далеким гулом реки под мостом. А на тропе у моста остались стоять две женщины. Обычные городские жительницы, которые всего несколько минут назад заглянули в глаза дикой, некупированной опасности. Их колени дрожали, дыхание со свистом вырывалось из груди, но в глазах закипали слезы невероятного облегчения. Они только что пережили встречу, которая навсегда разделит их жизнь на «до» и «после». Встречу, которая заставит по-новому ценить каждый прожитый день, каждый глоток горячего кофе и саму возможность просто дышать. Они выстояли против своего самого глубокого экзистенциального страха, победив его не силой оружия, а самым человечным, что есть в людях, абсолютным самообладанием, мягким словом и удивительной способностью улыбнуться и пошутить, даже тогда, когда дикая природа заявляет свои права на твою жизнь. Проверив, что медведь ушел достаточно далеко, подруги крепко обнялись, чувствуя, как тепло человеческого общения окончательно прогоняет ледяной холод пережитого ужаса, и медленно, не спеша, пошли обратно к цивилизации, унося с собой историю, которую они будут пересказывать всю оставшуюся жизнь.